Канадский UI UX дизайнер с 3-летним опытом попросил меня дать обратную связь о его первом игровом проекте. В первую очередь, все, что я скажу, это лично мое мнение как художника и UI UX специалиста с 15-летним опытом в игровой индустрии. Прислушиваться к нему стоит только как одному из мнений, а не как к точной инструкции, как нужно делать. В этом проекте была проделана хорошая работа с user flow, вайрфреймами, поиском форм, позиций, определением размеров элементов управления. Подобраны основные цвета – оранжевый, голубой, теплый и холодный. И расскажу, что бы я доработал на примере главного экрана игры. В проекте хорошо прослеживается наклон по всему интерфейсу, но в то же время вот здесь, как и здесь, этого нету. Я бы предложил либо здесь продолжить использовать тот же наклон в элементах управления, либо сделать сам элемент управления вот этот с наклоном. Либо проработать форму контейнера с наклоном по углам. В таком случае вот этот уголок стоит тоже заполнить, как это было и здесь. Тогда вот этому элементу не требуется наклонов. Переводя интерфейс в черно-белый цвет, мы можем проверить контрастность элементов управления на игровом фоне, а также посмотреть, как это могут видеть люди с нарушенным восприятием цвета. И что я сразу замечаю, что вот этот вот угол сильно пропадает, вот этой вот границы не видно. Вижу, что граница слабая на этих элементах, вот эти стрелочки тоже не видно. Вот эта иконка слишком прилипает к краям рамки. И здесь есть небольшое слитие элементов с фоном. С размерами элементов все логично. Как и с цветовым обозначением. Основной экран голубой, и на нем присутствует главный элемент – это покупка стартер-пака. Продажа – это основа для жизни проекта. Далее идет кнопка Play как основной элемент игры. После него премиум, что тоже логично. И единственный вопрос у меня с Free. Может быть, кнопки перехода в магазин стоило сделать оранжевыми, а кнопку Free как раз сделать голубой. Но есть то, что по цветам сходится плохо. Как вот эти вот углы. Переход элементов управления сильно сливается с фоном игры. Здесь элемент управления сливается с фоном игры. Вот этих элементов не видно. Вот этот элемент переключения экранов тоже слабо читается, как и вот этот угол сливается с фоном. Далее поговорим о графическом оформлении и единстве стиля. Данный фон выглядит очень просто. Да, он может быть размыт как задний план, на котором находятся четкие элементы управления, но он слишком просто выглядит, его не хочется рассмотреть, и непонятно, что таится за этой иллюстрацией. Тени в одном ряду. Здесь теней нет, а здесь они есть. Это нарушает цельность элемента. Также видно, что здесь тени срезаны. И за этим стоит следить, чтобы картинки были цельные и тени не были подрезаны. Везде тени должны быть, либо их не должно быть, как от объектов, которые висят в пустоте и не могут на нее отбрасывать тень. Вполне можно сделать так, что в верхней панели не будет теней, а внизу везде будут тени.
от каждого объекта. Это отделит верхнюю часть от нижней. Графика в данном окне не выглядит единой. Она как будто бы набрана из разных стоковых источников. Да, иконки маленькие могут быть выполнены в простой векторной технике, а объекты могут быть в 3D. Но здесь явно видно, что вот это 3D, вот это векторные изображения с объемом, а вот это конкретно векторные иллюстрации. Стоит соблюдать единство стиля всех графических элементов. Черная фигура офисного рабочего и какого-то сообщества выглядит очень стоково. В сегодняшнее время развития искусственного интеллекта арт можно сгенерировать в нейросетях более соответствующий даже для демонстрационного проекта в портфолио. Ведь показываешь его как пример своей работы сейчас, независимо от того, когда он был сделан. Как резюме, здесь, на мой взгляд, хорошая работа проделана по поводу UX проектирования, но в графическом оформлении UI стоит повысить уровень графики. Для создания графических элементов, привлекающих глаз, стоит создавать доски графических референсов, примеров графики. Обсуждать эти примеры с арт-лидом, заказчиком или командой, разрабатывающей игру, чтобы определить наиболее подходящие примеры. Примеры можно найти в интернете, в базах интерфейсов, а также сгенерировать при помощи нейросетей. Повысить свой уровень графического дизайна в Figma или в Photoshop посредством бесплатных уроков или платных программ. Если хочется использовать сложные элементы декора при отсутствии высокохудожественных навыков, элементы также можно сгенерировать при помощи нейросетей. Для понимания разберем парочку примеров. Данный интерфейс выглядит достаточно-таки стильно. Он разделен по цветам. Фон у него простой, но в то же время сочетается с элементами управления. Верхняя панель выполнена в простом плоском стиле с маленькими тенями, которые присутствуют везде. Графические элементы относятся к единому стилю. Единственное, что мне здесь не нравится, так это то, что иконки кнопки различаются с кнопками добавления валюты, в то время как иконки самих валют перекликаются с иконками кнопками. Это вносит некоторый диссонанс, но в то же время остается понятным. И было бы хорошо обозначить контейнеры для того, чтобы не было визуальной разбивки, и сделать более равные отступы. Второй пример. Здесь также фон ненапряжный, имеет какой-то паттерн, который не мешает воспринимать остальные элементы управления и в то же время лаконично выглядит в общем. Верхняя часть разбита на две части, также имеет схожее оформление. Здесь также используется контрастность на голубой гамме и оранжевых элементах управления. Иконки здесь достаточно-таки простые, но они читаются. А вот в этом случае читаются уже хуже. Их не так четко видно, что стоило бы доработать. Но в остальном интерфейс графически приятен. И на него приятно посмотреть, приятно рассмотреть какие-то детали и вполне приятно пользоваться этим интерфейсом в игре. В целом в проекте хорошо проработана UX-часть и логика интерфейса. Основная зона роста здесь – графическое оформление UI. Стиль, графика и цельность образа. При развитии этих аспектов общий уровень проекта может значительно вырасти. Желаю удачи! А я Роман Гус, CG-художник и более 15 лет создаю интерфейсы, иллюстрации и другую графику к играм и книгам. Присоединяйтесь, если вам интересно мое творчество и процесс создания графики.